Всем привет, мои хорошие! Для приготовления этого вкусного блюда из рыбы нам понадобится 600 грамм мойвы. Мойву всыпаем в пакет, добавляем соль по вкусу, я добавляю пол чайной ложки соли, черный перец по вкусу, половину чайной ложки специй к рыбе, половину чайной ложки гранулированного чеснока. Придерживая за края пакета, хорошенько перемешиваем рыбку, чтобы специи распределились по каждой мойве. Оставляем рыбу промариноваться на полчаса. Тем временем займемся гарниром к рыбе. 500 грамм картофеля промываем, очищаем. В рыбном магазине дали рецепт и научили жарить мойву. Вкусный рецепт мойвы не запекайте. Дешево и полезно. Гениальный рецепт приготовления мойвы. Рецепт вкусной рыбы без заморочек. Жарить рыбу еще никогда не было так просто. Никаких брызг жира, никакой грязной посуды. Простой и вкусный рецепт, как приготовить мойву. Отличная идея на обед или ужин для всей семьи на каждый день. Лайфхак, как жарить рыбу. Если вы не знали, как вкусно приготовить мойву, этот рецепт просто находка. Простой рецепт рыбы. Теперь картошку нарезаем кружочками шириной 2 мм. Пересыпаем картофель в миску. Добавляем соль по вкусу. Я добавляю пол чайной ложки соли. Черный перец по вкусу. Пол чайной ложки сушеной зелени. Пол чайной ложки гранулированного чеснока. Треть чайной ложки куркумы. Перемешиваем. Добавляем 3 столовые ложки майонеза. Снова перемешиваем. Теперь форму для выпекания смазываем 10 граммами размягченного сливочного масла. Перекладываем картошку в один слой. Теперь нам понадобится 20-30 грамм сыра, у меня гауда. Половину порции сыра натираем на картофель. Теперь выкладываем вторым слоем картошку. Натираем второй половиной порции сыра. Накрываем форму для выпекания фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-30 минут. Смотрите по своей духовке. Замаринуем лук. Нам понадобится 2 репчатых лука. Лук нарезаем полукольцами. Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду вам очень благодарна. Я стараюсь, чтобы мой видеорецепт принес вам не только пользу, но просмотр видео доставил вам эстетическое удовольствие и гармонию. Я делюсь с вами своим вдохновением и любовью к приготовлению вкусной еды. Приглашаю вас к общению в комментариях
комментариях. Для меня важно мнение каждого моего зрителя. Поделитесь, пожалуйста, своим отзывом о рецепте и своим опытом, как любите готовить мойву вы. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Перекладываем лук в удобную миску и разделяем полуколечки друг от друга. Теперь нам понадобится несколько стеблей укропа. Укроп мелко нарезаем. Добавляем к луку. Добавляем соль по вкусу. Я добавляю треть чайной ложки соли. Добавляем половину чайной ложки сахара. 1 столовую ложку лимонного сока. Хорошенько перемешиваем лук и оставляем промариноваться на полчаса. Теперь в сковороду вливаем 75-100 мл растительного масла. Разогреваем. В пакет к рыбке всыпаем 1 столовую ложку муки, 1 столовую ложку кукурузной муки. Придерживая за края пакета, перемешиваем рыбку, чтобы мука покрыла каждую рыбку. Нанизываем мойву на шпажку. Длина шпажки должна соответствовать диаметру сковороды. Опускаем мойву в разогретое масло и обжариваем на умеренном огне 5-7 минут до золотистости нижней стороны мойвы. Затем рыбу переворачиваем и также на умеренном огне обжариваем еще 5-7 минут до готовности и золотистости нижней стороны мойвы. Подготовим вторую партию рыбы. Первая порция мойвы готова, убираем со сковороды. Аналогично обжариваем вторую и третью партию рыбы. Мойва готова, вернемся к луку. В лук вливаем 1 столовую ложку растительного нерафинированного масла, перемешиваем. Маринованный лук готов, добавляем к рыбе. Вот такая рыбка получается. Запеченная картошка под сыром также готова. Готовность проверяем шпажкой и подаем к столу. Если вы не знали, что приготовить из мойвы, это великолепная идея. Больше не надо думать, как готовить мойву. Вкуснейшая жареная мойва с картошкой и маринованным луком. Вкусно, просто, дешево и полезно. Простой и вкусный рецепт, как приготовить мойву. Очень легко готовить. Мало кто так готовит мойву. Муж в восторге. Простой, полезный, вкусный рецепт рыбы. Готовить дома легко, просто и вкусно. Смотрите также вот эти мои рецепты. Я вам желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Пока-пока.